Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких важных решениях, которые были приняты. С 1 февраля будут увеличены более 40 социальных выплат, пособий, компенсаций. Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую ежегодно реализуем по поручению президента. Она касается миллионов наших граждан, семей с детьми, героев России, героев труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, людей с инвалидностью и других. В текущем году почти до 730 тысяч вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 на второго и последующих детей. Причем такое повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были, соответственно, выданы ранее. А также единовременного пособия при рождении малыша. Оно теперь составит 28,5 тысяч рублей. Выплаты женщинам, которые удостоены звания «Мать-героиня», 76,5 тысяч. Для индексации всех этих мер государственной поддержки никаких заявлений оформлять не надо. Она пройдет автоматически, и выплаты поступят гражданам уже по привычному графику. Теперь о мерах по улучшению подготовки специалистов для сельского хозяйства. Президент подчеркивал, что кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные на сегодняшний день, фундаментальны для развития нашей страны. Правительством подготовлены необходимые изменения в 4 государственных программы, которые охватывают все отрасли агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, учитывают потребности в кадрах на сельских территориях, а также прогнозируют, сколько и каких сотрудников требуется для вовлечения в оборот сельхозземель и проведения работ по мелиорации. Всего в агропромышленном комплексе у нас трудится около 6 миллионов человек, и ежегодно нужно привлечь еще более 130 тысяч. Причем, конечно же, они должны владеть новыми технологиями, быть квалифицированными экспертами в своем деле, обладать навыками для принятия решений, интерпретации данных. Я помню, когда мы посещали выставку «Золотая осень», как практически каждый из представителей компании на выставках говорили об использовании новых информационных технологий во всех практически направлениях развития агропромышленного комплекса. Здесь важен системный подход, поэтому готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. В прошлом году в России было создано свыше 1000 агротехклассов. Ну и в перспективе мы договорились, что их количество должно быть удвоено. Следующая ступень – это обновление специального профессионального образования. С 2026 года такие организации начали поддерживать через систему агропрофессионалитет. Минсельхозом были отобраны 18 проектов из 13 регионов. Они разработаны совместно с агробизнесом. Колледжи получат гранты, которые можно направить в том числе на модернизацию инфраструктуры, на обновление материально-технической базы, на закупку оборудования и программного обеспечения. Ну и, конечно, предстоит активнее помогать молодежи в вузах приобретать и полезные навыки, и опыт на практике, внедрять механизмы целевого обучения, привлекая работодателей к процессу обучения молодых специалистов. Еще одна очень важная составляющая – программа повышения квалификации, переподготовки для тех, кто уже трудится в отрасли, включая педагогов, которые будут вести занятия для школьников в агротехклассах. Мы рассчитываем, что принятые решения станут содействовать в том числе и успешной реализации соответствующего национального проекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности. Позволит и дальше собирать и хорошие урожаи, и создавать новые рабочие места в регионах. К другой теме. Правительство продолжает формировать условия для развития платформенной экономики. Утверждены дополнительные критерии включения различных сервисов в соответствующий реестр маркетплейсов, заказов такси, продуктов и других услуг. Так, минимальный размер среднесуточной аудитории интернет-площадки определен на уровне 100 тысяч человек. Напомню, что основные критерии были определены ранее и утверждены соответствующим федеральным законом. Они начнут действовать с октября текущего года. Рассчитываем, что такие рамки станут стимулировать к росту сами площадки, помогут усилить борьбу с контрафактом и подтвердят покупателям качество и безопасность соответствующих товаров. Реестр будет вести Министерство экономического развития на официальном сайте ведомства, но это создаст такое единое правовое поле в сфере платформенной экономики на территории России.